Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. У меня за несколько лет скопилось очень много разных лоскутков, обрезков из льна. Вы все знаете, что мне моя подруга из ателье, владелица ателье, отдает свои отходы кроя. И вот я наделала разных квадратиков, совсем простых. Некоторые тканей у меня вообще было очень мало, так что мне пришлось прям кусочки сшивать. Вот этот темно-синий, который я отложила, уже вообще совсем был один-единственный всего получился квадратик. И я к этим квадратикам добавила еще несколько квадратиков из хлопковой ткани. Прям совсем вот один вот такой вот рябенький, парочку вот таких вот сереньких голубых и один вот такой темный лист с белыми листочками. Просто для разнообразия. И я достала свои необычные квадраты. Помните, я вам показывала, я ссылочку в описании оставлю. Я вышивала вот такие вот на рогожке. Просто когда у меня было свободное время, я вышивала. Кроме того, я вот из таких же квадратиков сделала наволочку. И тоже вам всем она понравилась. А эти квадратики у меня остались непристроенными. И я все думала, куда же мне их пристроить. Вот эта наволочка, я ссылку на это видео оставлю в описании к видео. Кроме того, у меня вот есть вот эти квадратики, в которые я вышивала в технике сашико. Совсем недавно было видео, тоже оставлю ссылку в описании к видео. Предыдущие квадратики у меня все были 15 на 15 сантиметров. А эти вот вышивки у меня гораздо больше по размеру. Но я решила им все равно использовать в своем лоскутном одеяле. Я просто сшила между собой 4 квадратика 15 на 15 сантиметров и решила вот большую эту заготовку сделать такого же размера. Обрезала по размеру вот этих квадратиков, и у меня получились такие вот блоки, которые уже можно было между собой соединять. Размер этих блоков у меня получился 28,5 на 28,5 сантиметров. В результате в своем одеяле я решила использовать вот обычные квадратики простые и вот такие необычные с вышивкой. Сначала я соединяла между собой маленькие квадратики попарно, прямо поточным методом разложила их так, как мне интересно было и как я посчитала нужным. А потом сначала попарно их соединяла, потом пары между собой соединяла в ряды. А после того, как ряды уже собрала, и, естественно, собирала уже между собой ряды. Разглаживала припуски на обе стороны, независимо от того, какого цвета там у меня были, темные, светлые. Вот. А потом уже ряды скалывала булавочками, старалась, чтобы у меня, конечно, шовчики сходились. Не все у меня получилось идеально, сразу скажу, потому что некоторые квадратики были просто вот изначально настолько мало ткани, что даже после того, как я сшила между собой в квадратик, все равно получались они у меня немножечко, допустим, меньше, чем 15 на 15. Где-то все равно у меня получилась какая-то погрешность. Тем более еще и сам лен достаточно нестабильная ткань, поэтому из него сложнее шить, чем из хлопковых тканей. После того, как я сшила уже свое все полотно, оно у меня получилось маловато для моей задумки, и я решила сделать кайму вот из такой же бордовой ткани, которую я использовала. Такие квадратики и вышивки сашико, и просто эти квадратики 15 на 15 вырезала. И у меня в результате получилась вот такая заготовка. Я уже сделала здесь сэндвич, не стала это снимать. Вот сначала я прилепила нижнюю ткань скотчем малярным. Мне пришлось конструкцию из нескольких столов, теннисный стол и еще 2 стола таких офисных. После того, как нижнюю ткань закрепила малярным скотчем, уложила сверху синтепон. Нижняя ткань и синтепон должны быть чуть-чуть больше, чем верх, чтобы при стежке не получилось так, что все сжалось и нижней ткани не хватило. После того, как я все скрепила булавками, а скреплять в середине мне муж помогал, потому что у него 1,90 м рост, а у меня всего 1,57 м, и я просто не доставала. Отдираю вот этот скотч
И все, уже этот сэндвич можно перемещать. Я спокойно уже, так как все скреплено булавками, беру все и иду стягать. Вот здесь я показываю уже простеганное свое будущее одеяло. Видите, у меня квадратики тут рядом подряд прям попались, все, которые сшиты из кусочков. Но все равно мне нравится уже заранее. Нужно очень внимательно. Я вот раздвигала прямо во время стежки, вот так вот раздвигала ткань, чтобы в шов попадала, и чтобы вот здесь вот на пересечении не было вот такого наплыва. Имейте это в виду, девочки, особенно для новичков, кто вот только начал заниматься. Это прямо для меня, например, было это открытием, когда я увидела, услышала где-то, что вот надо делать вот так. Благодаря этому мне стало получаться что-то. Нижняя ткань вот так вот выглядит после стежки. Большие квадраты я не стала стягать. Я сначала хотела большие вот эти с вышивкой как-нибудь по-фигурному простегать, но потом решила вообще ничего не трогать и оставить. И теперь обрезаю лишнюю ткань, вот эта, которая у меня нижняя, и синтепон, чтобы уже прийти к размеру моего одеяла. В результате, девочки, получился у меня 175 в длину и 147,5 в ширину. То есть нормальный, хороший такой размер одеяла. Для канта я вот нарезала, купила хлопковую бязь ткань, вот, нарезала ленточки такие по 5 сантиметров толщиной, сложила их перпендикулярно лицом к лицу, вот так вот показываю, как сколола, и от уголка к уголку вот так вот прошиваю. После того, как я прошиваю, вот смотрите, получается, что у меня после этого, здесь разравниваю шовчик на обе стороны. Когда я буду кант делать на одеяле, сворачивать, у меня швы получатся в разных местах, и, соответственно, не будет ненужных утолщений. У меня эта лента получилась больше 6,5 метров. И, просто как ее пришивать я не буду показывать, но я остановлюсь вот на уголочках. Когда вот подхожу к уголочку, я специально сняла с машинки, я вот так вот складываю ее, чтобы у меня вот аккуратный уголок получился под углом 45 градусов, а потом назад. В результате вот после пришивания у меня получится очень аккуратненький, хороший уголок. Ну и чтобы 2 раза не вставать, как говорится, покажу, как соединяю между собой, когда уже заканчиваю. Точно так же, в принципе, это соединение делается, как и когда мы соединяли между собой ленты. Единственное, что вот делаем вот такой нахлест, он у нас 5 сантиметров, так как ширина ленты 5 сантиметров, лицом к лицу перпендикулярно друг к другу складываем, также рисуем линию от уголка к уголку, прошиваем и обрезаем уголок лишний. В результате у нас получается вот такое же соединение, как и когда мы обычную ленту соединяли, я вам показала очень подробно. И у нас по размеру она прям, вот смотрите, вот там я закончила, здесь с правой стороны начинала пришивать. Все у меня она ровно подошла по размеру, как и должно получиться. А обратную сторону я всегда пришиваю вручную потайным стежком, хотя можно, конечно, на машинке пришить, и крепко будет, особенно если для себя, кто там будет, что вам говорить. Но мне нравится пришивать вручную, сидишь, пришиваешь и радуешься, что большая работа уже почти сделана. Ну и все-таки аккуратнее выглядит вручную. 3 часа работы, и кант готов. Девчонки, смотрите, мне очень нравится, какая получилась красота, такая вот прям домашнятина, прям такое прямо хорошее. Хочется разглядывать все эти вышивки, квадратики. Мне кажется, что и нижняя сторона тоже очень хорошо сочетается с верхней. Мне очень нравится, потому что на самом деле немало труда на эти вышивки ушло. Опять же, я хотела напомнить, я оставлю ссылочки. У меня несколько видео, как научиться вышивать. Там показываются декоративные стежки, самые простенькие. Вы быстро научитесь, и у вас все получится. И это действительно легко. Надо просто научиться нескольким элементарным стежкам, а потом уже все пойдет как по маслу. У меня еще следы от булавок на всех квадратиках остались. Все такое. И лен сам по себе, он мнущийся материал. Поэтому я еще постираю это одеяло, чтобы это все как бы приобрело нормальный вид, без вот этих мятостей. По крайней мере, мятости все будут одинаковые. Они где-то там, в одном месте, где-то в другом. Очень мне нравится. Действительно получилось очень по-домашнему. Настоящий пэтчворк, как изначально он
и предполагался, да, из остатков, из кусочков, самые простые из квадратов, из простых квадратов, из непростых квадратов, вышитых. Если вам тоже нравится, ставьте лайк, пишите комментарии. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Дальше будет тоже много интересного. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.